Всем добрый день, с вами Таша Муляр, вы на канале Ташины рецепты. Сегодня готовлю на завтрак сырники и хочу поделиться с вами моим способом. Сырники, конечно, готовят практически все хозяйки, но у каждого есть какие-то свои нюансы. Вот я хочу рассказать о своих. Вдруг вам понравится мой вариант рецепта. Беру 2 яйца, добавляю к ним 4 столовые ложки сахара. Без горки. Ну, в моей семье любят сладкие сырники. Вы, конечно, сахар можете регулировать по своему желанию. По этому рецепту сырники получаются хорошей формы, очень нежные. Мы будем использовать с вами не совсем обычную муку. И, в общем, этот рецепт отличается от традиционного. Добавляю ванильный сахар, чуть-чуть соли. И все это взбиваю. Я взбиваю вилкой, мне так удобно. И вообще, знаете, я снимаю на своем канале те рецепты, которые я, реально готовлю. То есть я сейчас действительно готовлю завтрак и снимаю этот рецепт, а не то, что я там специально что-то снимаю для того, чтобы выложить на канале. Поскольку я, как и вы, многие, работающая женщина, мне обычно все некогда, времени мало, поэтому стараюсь, знаете, какие-то такие вещи снимать, которые из жизни. Быстро, вкусно и просто. Поэтому, если вам подходит такой способ, подписывайтесь на канал, будем готовить вместе. Итак, яйца мы взбили. Дальше я беру рисовую муку. Вот это меня недавно научили, кстати, тоже мои подписчики. Я стала делать по этому способу, мне очень понравилось. Рисовая мука сейчас продается почти во всех магазинах. Я ее купила в Пятерочке. Сырники с ней получаются, так скажем, более нежные, знаете, такого какого-то, не знаю, деликатного какого-то, прямо, даже, мне кажется, вкус творога, рисовая мука, она прямо его подчеркивает. И кладу сюда 2 столовые ложки рисовой муки. Тоже перемешиваю. То есть я заранее создаю яично-мучную смесь, которые уже в свою очередь буду перемешивать с творогом. Творог сегодня я взяла 9%, обычный в пачках. У нас это Суздальский молочный завод, но это не суть важно. Главное, что творог должен быть, знаете, такой примерно консистенции, то есть он не должен быть не слишком влажным, не слишком, бывает творог, который рыночный, он прям там кусочки, как жира в нем есть, то есть такой он не должен быть, и он должен быть все-таки не слишком влажный. Очень хорошо еще подходит Савушкин продукт. На это количество, точный состав я вам напишу в описании к видео. Я беру 600 грамм творога. Вот у меня пачки здесь, видите, по 200 грамм. Но если Савушкин продукт, то они по 300 грамм, такие кругленькие шайбочки, или еще есть домик в деревне, Простоквашино. Это я вам перечисляю то, что у нас продается. Я живу в Владимирской области, на границе даже Московской и Владимирской. Теперь это все я, опять же, так разминаю, перемешиваю и до однородной массы. Вы видите, я творог не перетираю там ни через какое сито, так некоторые, я знаю, делают, или там не разбиваю блендером. Мне нравится та структура, которая получается в результате. И вы видите, у нас тесто получается, это уже тесто, достаточно, так скажем, густое. То есть оно, видите, само по себе держит форму. Ну и все, сейчас будем лепить и жарить. Все очень быстро. Еще можно ложкой вымешать, чтобы более однородная масса получилась. Все. Теперь беру такую мисочку, пиалу какую-нибудь, смысл в том, что она должна быть достаточно глубокая. И насыпаю буквально пару столовых ложек обычной пшеничной муки. В ней я буду обваливать сырники перед жаркой. Сковородку беру такую достаточно широкую. Это диаметр у меня, наверное, сантиметра 22 или даже 24. И с низким бортиком. Нужно, чтобы сырникам не было на ней тесно. Жарю я на топленом масле. Если у вас нет топленого масла, то я вам советую тогда сделать смесь сливочного с растительным. Не на одном растительном жарить. Это тоже придает сырникам хрустящую корочку.
и такой сливочный вкус. Ну, то есть намного, в общем-то, вкуснее они получаются. Масло сейчас растопим и тем временем сформируем наши сырнички. Теперь в размере столовой ложки беру тесто, опускаю его в муку и там вот начинаю обваливать. Так, вот катаю такую шайбочку, делаю. Вот видите, какое оно получается по структуре. То есть оно не липнет к рукам, очень нежное. И делаем сырнички небольшие. Это тоже важно, потому что они тогда хорошо пропекаются, не пригорают. Есть еще способ формирования сырников, когда их сначала в колбаску тесто скатывают, да, а потом шайбочками нарезают. Так тоже можно, но мне кажется, что в результате того способа очень много, ну, как бы возни. Потом получается, что нужно эту муку с доски убирать. Ну и, в общем, так вот, на мой взгляд, намного быстрее. В принципе, видите, как быстро получается, и руки особо не пачкаются. Ну, вот только ты снимаешь одним вот этим пальцем, да, и все. И они хорошо очень обваливаются. Такие прямо все одинаковые получаются. Жарим на среднем огне, даже такой, я бы сказала, ближе к маленькому. Не прям на совсем маленьком, но не на сильном. И я жарю сырники, как собственные оладьи, без крышки, потому что так не капает конденсат на сковородку. И, ну, на мой взгляд, опять же, они получаются, у них корочка такая хрустящая. Поэтому я жарю сначала с одной стороны, потом, когда она поджарится, переворачиваю на другую. Сейчас мы уже будем это делать. И получается, что я переворачиваю, ну, на каждую сторону по 2 раза. Они тогда прекрасно прожариваются, и все отлично. Ну вот, переворачиваем. Первые 2 упустила я даже чуть-чуть. Но смысл в том, что я хочу вам показать, что они никуда, видите, не разъезжаются, не разваливаются, отлично держат форму. И это будут именно сырники, то есть это будет творожный продукт, да, а не пирожки. Потому что когда используешь пшеничную муку, особенно если ее переложить, то все это превращается в пирожки. И если накрыть крышкой, то именно от этого они очень часто вот как бы выезжают из середины теста, да, оно так разъезжается и получается совсем не то. Ну, вот можно уже переворачивать 2-й раз, когда у нас снизу получилась корочка. Вот смотрите, какие они получаются чудесные. Ну, прямо, ну, на мой взгляд, я не знаю, конечно, ваш, как с картинки. Вот здесь вот 2-я сторона у меня тоже сейчас нормальная. Ну, видите, снимаю вам как есть. Ну, вот упустила немножко и упустила. У каждого бывает, согласитесь. Да, переворачиваю я все вилкой. Вообще я люблю орудовать вилкой. Нет, это самый популярный комментарий. Что касается сковородки, то если вилкой пользоваться аккуратно, и у меня вот тефлоновая сковородка Тефаль, с покрытием хорошим, стойким, ничего, оно не царапается. Современное покрытие сейчас не царапается. Ну и потом, в отличие от чугунных сковородок, которых у меня много, все равно эти сковородки современные нужно время от времени менять. А вилкой удобно. Я чуть-чуть еще масла добавила, чтобы корочка была более такая хрустящая. Ну, буквально 2-3 минуты и переворачиваем еще раз. Вы обратили внимание, что я не добавляла никакой разрыхлитель в сырники, но, на мой взгляд, он тоже здесь совершенно лишний, если мы печем именно сырники, а не творожные, так скажем, пирожки, которые тоже любят некоторые, да, когда в сырники добавляешь много муки и разрыхлителя, то, по сути, у тебя получаются творожные пирожки, на мой взгляд, а не сырники. Все, эта партия у нас готова. Снимаем. Вот такие вот они у нас красавчики получаются. И сейчас я испеку 2-ю партию, покажу вам, сколько всего получилось из этого количества продуктов.
На вторую партию опять положила масло. Ну, где-то столовая ложка топленого масла уходит на такую сковородку. Ну, вторая партия у меня тоже уже готова к перевороту. Вот хочу вам показать, какой огонь. Видите, прям на маленьком огне. И без крышки. Еще раз обращаю ваше внимание. Еще один нюанс, который хочу вам опять же сакцентировать, чтобы сырникам не было тесно. То есть сковородка должна быть достаточно большая. Если у вас маленькая сковородка, значит положите на нее сырников поменьше. Лучше испеките с 2 партиями. У меня получилось 14 сырников и 600 грамм творога. Сейчас мы их сервируем. Хочу кое-что показать интересное. И будем пробовать. А показать хочу вот что. Поскольку мы живем в частном доме, ну, не в деревне, а на даче. Да, мы на даче живем постоянно с мужем. Об этом есть выпуски на моем основном канале, который называется «Таша Муляр. Жизнь без дублей». То у нас с вами есть возможность выйти в сад. Сегодня 23 сентября. Сегодня у нас 23 сентября. И посмотрите, какая тут прелесть. Вот этим-то мы с вами и будем украшать наши сырники. Ремонтантная малина. Сорт это Брянская Дива. Продолжает нас до сих пор радовать. Представляете, уже и заморозки были. И на улице ночами +5. А она продолжает расти. Вот. Сейчас наберем с вами малинки. И этой малинкой и украсим наши сырнички. Мне кажется, что будет очень аппетитно. Вон ее там сколько висит. Так что, если вам интересна и садово-огородная тема, буду рада продолжить с вами общение и в этом формате. Кладем сметанку и малинку. Все, наши сырники готовы. Мы сейчас будем завтракать. Ну и с вами, конечно, я попробую. Вот смотрите, мы их разламываем. Они очень нежные на сломе. Посмотрите, это не пирожки, а именно творожные сырники. И мне кажется, что прямо вкус вот у них то, что нужно. Ну и я, конечно, попробую. Вот у них консистенция, на мой взгляд, такая, какая должна быть у сырников. То есть ощущается только творог. Не мука, они не резиновые, они нежные, они не расползаются. Ну, в общем, мне кажется, что это идеальные сырники. С вами была Таша Муляр. Простите, что периодически сглатываю, но невозможно физиологически готовить и не сглатывать, когда так вкусно. Простите за небольшое отвлечение с малиной. Да, на моем канале ролики, может быть, длиннее, чем кому-то нужно. Но мне нравится такой формат, мне нравится и общаться, и рассказывать, и мне нравится рассказывать нюансы рецептов. Поэтому я буду рада, если мы с вами в этом совпадаем. Желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения, оставайтесь на канале, и будем с вами вместе готовить быстро, есть вкусно. Пока-пока, ваш Таша Муляр.